В этом видео мы расскажем о том, как выглядит польский путь Святого Иакова. На официальном сайте camino.net.pl вы можете найти всю необходимую информацию – карту, костелы и места для ночевки. Последний пункт придется прорабатывать более внимательно, так как их очень мало. У нас план пройти 170 километров от Кракова до Сандомежа. Но так как у нас дома 2 собаки и работа, то проходить этот путь мы будем по выходным. Где-то по 10 километров. Следовательно, 17 дней. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну что, сегодня мы попробуем пройти первую часть камина. Неотъемлемая часть любого путешествия – это построение маршрута. Маршрут построен. Ну что, мы по сути вышли на маршрут. Сам маршрут будет он идет вон туда. И вон туда. То есть можно один день идти туда, второй день идти вон туда. Итак, сегодня у нас 21 октября 2023 года. Прекрасный летний день. И мы решили попробовать пройти небольшой участок паломнической дороги Святого Якуба в Польше. Так как у нас 2 собаки дома, у нас нет возможности, к сожалению, пройти его так вот по-настоящему. Но нам очень дико интересно, как это организовано в Польше. Как это организовано в Испании, мы скоро узнаем. Планируем в апреле пройти португальский путь, прибрежный. Но посмотрим, как это организовано в Польше. Это достаточно молодой маршрут, абсолютно, я бы сказала, найти информацию о нем сложно, но есть карта на Map.cz, можно найти, скачать бесплатно абсолютно. На текущий момент это 173 километра. И эта дорога идет через Краков, что идеально для нас. То есть мы можем, как настоящие паломники, вышел, хлопнул дверью и пошел. Если это не собаки, то пошел. Ну а так пошел, вернулся. И у нас это будет, я думаю, что ближайшие пару месяцев. То есть, возможно, мы будем идти зимой, посмотрим. Но что получится, я не знаю. Я не уверена, что мы сможем каждые выходные проходить прям серьезно. Ну, то есть пока у нас план проходить по 10 километров туда, 10 километров обратно. То есть по 20 километров, ну, может, там максимально 30 километров. То есть это будет туда-обратно. То есть на машине мы будем доезжать и потом продолжать следующие выходные. Ну, в общем, пока план такой. Что говорит чат GPT о этом пути? Итак, Малопольская дорога Святого Якова – один из польских участков глобального европейского велосипедно-пешеходного, паломнического, туристического маршрута. Начинается в городе Сандомир и заканчивается в Кракове. Ну, по карте уже нет, уже заканчивается в Биало-Подляске. Хотя в будущем планируется перенести начало маршрута в Люблин. Эта дорога отличается своей неорганизованностью и стихийностью. Паломники самостоятельно выбирают время и группу для путешествия. И им также приходится нести свой багаж на себе, рассчитывая на гостеприимство местных жителей. Потому что мы смотрели, альбергов на дороге практически нет. То есть есть добровольцы, которые там пытаются открыть свои двери, какие-то церкви. Но мы посмотрим. Ну, насколько я знаю, практически там 5 точек на маршруте на текущее время. Маршрут обозначен знаками и указывает направление на запад, в сторону, собственно, Сантьяго-де-Компостела. На текущий момент 100 километров, врет, не 100 километров, 170 километров сам маршрут. Ну, посмотрим.
Это первый знак, который мы встретили сегодня на маршруте. Мы уже почти подходим к центру. Мы прошли где-то километр по, собственно, самому пути Святого Якуба. Нам еще идти километров 10. Вот. И сейчас будет самая красивая часть дороги через центр Кракова. Краков и до Сандомежа. Это тот участок, который мы планируем пройти. Судя по карте, они еще даже нарисовали альтернативную дорогу, вторую, зеленую. Дорога Святого Якуба Виа Реджа. То есть еще вот это можно пройти. И еще с Кракова до Биала-Бяльски тоже уже есть кусок дороги. Не знаю, скажем или нет, но на текущий момент Краков, Сандомеж. Итак, мы в центре Кракова. Собственно, маршрут проходит через него. За Серегой мы видим Вавель. Да, все, это он. Ну что, Серега, мы живем с тобой в Кракове 2 года. Какие места тебе нравятся здесь? Ну, естественно, если вы турист или не живете в Кракове, первое, куда нужно пойти, естественно, это Вавель. За Вавелем есть торговая площадь, за торговой площадью есть торговый ряд, и там продается вот такая запеканка. Естественно, вам надо попасть туда. Если вы здесь живете, то дайте подумать. Вот это набережная, обалденное место. И что? Старая часть и Казимир. Безумно интересно. Я вам рекомендую. Одной из визитных карточек Кракова является бублик или оббажанок краковский. Это традиционный вид выпечки, характерный для польской кухни и уличной еды в Кракове. Это второй, который мы встретили по дороге на всем пути Святого Якуба. То есть, в принципе, если вы вдруг решите пройти этот путь без карты, шансов 0. Вот, потому что обозначена дорога никак. Посмотрим, что будет дальше. Что, Юля? Что ты думаешь по поводу самого, я бы сказал, краковского блюда запеканки? Ну, будем откровенны, на Казимиже вкуснее. Либо это просто все-таки она лежит с 1918 года, мы какой-то супер старинный запеканочный делаем. То есть ты не исключаешь? Ну, я вот вижу, что немножко заветрено так. Она не то, что невкусная, но будете на Казимиже, есть на Казимиже. Нюансики, короче, да? Ну, как бы она не то, что невкусная, но есть вкуснее. Это факт.
следующий значок камина. И эта карта нам говорит о том, что мы все еще на маршруте. Так, 16 километров от Червоных Маков и почти до Красного Прадника. Кстати, все красное. Красные маки, красный пронник. Вся дорога идет через город, максимально красивая, то есть вообще никаких нареканий, но здесь уже все, мы вышли, дорога уже будет идти вдоль трассы, поэтому на сегодня мы закругляемся, потому что через 30 минут сядет солнце, станет темно, и идти уже не сильно безопасно, так что Буэна Камино и до следующих выходных!